Только что закончился концерт у Алисы Кожикиной в Колизее. И сейчас только для модного ради эксклюзивно она даст свое интервью. Как настроение? Здравствуйте, прекрасно! Мы находимся в Санкт-Петербурге, в Колизее. Только что прошел твой концерт. И какие у тебя первые впечатления? Как вы видите, просто замечательно. Весь зал пел каждую мою песню. Это было безумно приятно. На медленных песнях они включали фонарики и качали фонарики. Это было очень круто и приятно. Спасибо вам огромное, Лисятки, а также моим учителям, моим друзьям, все, кто пришел. В общем, спасибо. Ну, судя по цветам, которые у тебя в гримерке, конечно же, концерт был супер. Да. Скажи, пожалуйста, а чем-то отличался этот концерт от обычных концертов, которые у тебя проходят? Ну, конечно, отличался, во-первых, то, что больше репертуар, в конце концов, а во-вторых, то, что атмосфера домашняя, все друг друга знают, все виделись друг с другом не первый раз. Кто-то, может, и был в первый раз и видел меня в первый раз, но все равно мы как-то вместе сдружились быстро на концерте, и все были одной командой, все пели, все танцевали. В общем, у нас был крутой концерт. Какие тебе чаще всего слова кричали из зала? Алиса. Алиса. Алиса, ты молодец, ты супер. Алиса, давай сфоткаемся. Понятно. Скажи, пожалуйста, ты нервничаешь перед выходом на сцену? Сейчас немного нервничаю, потому что Тебе мурашки бежали? волновалась очень Как ты вот справляешься со своим? Глажу свою собаку. Глажу. Хотя мне ее только подарили, но все равно она меня успокаивает. Недавно вышел твой новый клип. Да. «Я не игрушка». От себя могу сказать, что потрясающе. Я увидел прям новую картинку. Это новое амплуа твое такое? Ну, мне вообще все время нравились такие более с оттенком рока песни. И я всегда любила зажигать. И, наконец-то, это была... Конечно, были другие прекрасные, превосходные песни. Ну, конечно. Ну, просто все, конечно, безумные. Особенно все остальные 13. Они были просто восхитительные, превосходные и так далее. Вы там добавьте там разных эпитетов. Да, мы нарежем то, что... Да. Потому что рядом стоит Михаил. Но больше, конечно, другие тоже были хорошие, но мне, помимо других, нравится «Я не игрушка», и я была очень счастлива, что мы сняли именно на эту песню клип, и то, что у нас получился он такой крутой, необычный, а главное, современный и молодежный. А скажи, пожалуйста, а как фанаты встретили этот клип? Они тебя увидели в таком новом образе? В новом стиле, да. Сначала немного, наверное, может быть, испугались, потому что обычно все меня видят, как я белый ангел и еще что-то, а теперь я вдруг «Я не игрушка», и все немного, наверное, подиспугались, но потом всем понравилось, и все просто... Ну, как-никак 8 миллионов насмотрели. Так скромненько, да? Как-никак. 8 миллионов просмотрели. Давай поговорим с тобой о новом тоже амплуа. У тебя главная роль в музыкальном шоу-спектакле «Алиса верит в чудеса», премьера которого состоится 3 февраля здесь же, в Санкт-Петербурге, в Колизее, на Колизее-арене. Это какое-то новое у тебя веяние такое? Не получится так, что театралы тебя украдут у нас? И заставят выступать в театре? Ну, вообще, я, когда была маленькая еще, меня звали на спектакли городские, новогодние, и я там играла, одну из главных ролей. Поэтому я всегда очень любила спектакли, очень любила играть, и мне это безумно нравилось. И в прошлом году я участвовала в спектакле «Братьев Сафроновых». У нас было прекрасное шоу-спектакль «Алиса в стране чудес», и это было просто незабываемо. Всякие вот эти волшебные, магические, интересные штуки, которые я увидела, которые я узнала, как происходит. Ну, конечно, это же все магия, поэтому я немного взяла у них волшебного порошка, и периодически дома занимаюсь магией и могу волшебным образом быстро сделать домашние задания. И уборку тоже. И уборку, да, вот так вот посыпала, и все чистота. И все сразу превращается. Да.
и кухня превращается в то, что мама убрала. Да. Самый стандартно. Ну, вообще, на самом деле, очень сложно. Я посмотрел отрывок из вот этого нового спектакля «Алиса верит в чудеса», и там тебя и носят на руках, и ты прыгаешь, и поешь. Это все вот... У тебя много времени занимает подготовка к этому театру? Не получится так, что... Когда я прыгаю, я не видела этого ролика. Не видела? Ну, это, знаешь, в интернете уже что-то есть, просачивается, да. А расскажи мне, пожалуйста, об этом спектакле немножко поподробнее. Может быть, что-то там, какие-то секретики нам откроешь? Ну, конечно, я открою вам не все самые интересные секреты, но раскрою тему спектакля. Тема спектакля называется «Алиса верит в чудеса». И самый смысл спектакля в том, что чудеса создаются своими руками, их нужно создавать самим. Очень усердно мечтать и верить в то, что мечты сбудутся, и у вас все будет прекрасно. Потому что подростки, такие как, к примеру, я, иногда перестают верить в чудеса, перестают верить в Деда Мороза и считают, что их никто не понимает и так далее. Вот этот спектакль посвящен именно всем подросткам, но также это могут прийти маленькие дети, потому что там очень много будет милых и интересных моментов, поэтому приходите все. Спасибо. А если будет сниматься фильм, то уже, которого название будет «Алиса», ты пойдешь? Если тебе предложат, как ты относишься? Вот, представь, тебе предложат снимать какой-то блокбастер. Очень хочу, просто безумно хочу поучаствовать в фильме. Просто, да. На какой роли? Вот давай представим, ты выскакиваешь с пистолетами или с автоматами, или какая роль тебе ближе? Любая. Но в зависимости от настроения. Иногда просто хочется, не знаю, в каком-нибудь блокбастере, иногда в комедии просто. Комедию тоже очень обожаю. А иногда такое бывает настроение, осень, листья падают, дождик маленький капает, и хочется в мелодраме какой-нибудь сняться. Поплакать немножко, да, поплакать, да. Ну что ж, давай о хорошем. Расскажи мне, пожалуйста, может быть, что-то ожидает твоих почитателей в будущем? Какая-то новая песня? Может, как-то ты их заинтересуешь или... Вот сейчас я на сольном концерте представила свою новую песню, называется «Послушай». Она необыкновенно крутая, необыкновенно просто... В общем, я думаю, всем понравится, потому что она так качает, что невозможно остановиться. Слушаешь, слушаешь, поешь, еврей. Ну, мы слышали, как они отреагировали, было очень замечательно. Ну, давай, видно, что ты уже немножко устала. Давай мы... Я бодрячком. Заключение. Вот, волшебный порошок. Давай мы в заключении закончим наше интервью твоим пожеланием, своим Алисятам. У тебя огромное количество просмотров, все смотрят, все прям пытаются следовать тебе, одеваться как ты. Что бы ты сказала своим Алисятам? Советую своим Алисятам быть самими собой, верить в себя, верить в чудеса, верить в то, что у вас все будет прекрасно, у вас все будет хорошо, потому что завтра будет лучше, чем вчера, и потому что, и пусть у вас будет всегда небо без дождя, а также, что-то у нас еще из песен. Не сдавайтесь никогда, пусть будет у вас don't give up, и взлетайте всегда, а также, я знаю, вы станете сильными и станете самыми крутыми, ведь вы же не игрушки. Спасибо большое, Алисочка. Мы тебя поздравляем с твоим потрясающим концертом. Приглашаем на Модное радио. Приходи. Обязательно. Да, мы обязательно тебя пригласим.